Георгий Кочарашвили стал полноценным игроком Лиссабонского Спортинга, уже даже провел там первую тренировку, но перед тем, как отправиться в Португалию, он пообщался с Сабой Сапанадзе. В этом видео я хотел бы рассказать ключевые цитаты из этого интервью, что там было интересного. Погнали! Друзья, всем привет! С нетерпением ждем матча 1/4 финала клубного чемпионата мира. Решил я немного поменять окружение. Скучная стена уже в прошлом. И вот сейчас видите такая панорама. Но не очень долго будет, потому что я скоро переезжаю. Кстати, планирую большую поездку в Грузию. Если вы вдруг находитесь в Батуми, Тбилиси, Кутаиси или других грузинских городах. Если у вас есть желание увидеться или вы занимаетесь отельным бизнесом, в общем, любой вариант встречи, я буду рад этому. Пишите в комментариях, как с вами связаться. Может быть, с вами даже отдельный выпуск запишем, почему нет. Ну а теперь к основной теме выпуска. Георгий Кочарашвили и его жизнь в Португалии. Пока о ней мы не так много знаем. Совсем чуть-чуть Спортинг выложил с первой тренировки, несколько кадров. Но мы видели, что команда тренируется уже в двухразовом режиме. И тренируется рано утром, потому что, наверное, в Португалии жарко. Сейчас все-таки июль, и вот Георгий Кочарашвили тоже в этом видео появился. Но перед этим, еще находясь в Грузии, он дал большое интервью с Сабой Сапанадзе. Там практически 40 минут. Аккаунт GeoTeam на ютубе. Проходите, смотрите, кто знает грузинский. Но я грузинский не знаю, но у меня есть Дмитрий Николишвили, который опять помог, и мы перевели интервью на русский язык. Я не буду вас утомлять, конечно, таким большим интервью. Расскажу самое главное из беседы. Погнали! Началась история, конечно же, с Леванте. Поговорили о том, как прошел минувший сезон и почему он был таким особенным для Георгия Кочарашвили. Расскажи, как проходит твой отдых, как ты вообще восстанавливаешь силы? Знаешь, если честно, я бы мог сегодня отдыхать со своей семьей. Здесь я с тобой. Извини, брат. Ты важен, ты важен. Да, конечно, это важный период, так как мы поднялись с Леванте в высший дивизион. Это было нашей целью. Учитывая, что ты был ключевым игроком команды, и, как ты сказал, вы смогли выйти в Ла Лигу, как бы ты оценил прошедший сезон по 10-бальной шкале? Сложно оценить баллами, но скажу, что результатом я доволен, так как считаю, что достичь то, о чем ты мечтал, это круто. Моей мечтой было не попасть в высший дивизион из секунды, а бороться за то, чтобы быть футболистом Ла Лиги. Этот сезон научил меня многому, и в том числе тому, что я могу дать команде, что команда может дать мне. Лично я больше всего рад тому, что покинул Леванте именно так, как я себе это давно и представлял. Считаешь ли ты, что покинул Леванте, исполнив перед ним полностью свой долг? Моей первой целью было то, чтобы герб, который я носил на футболке Леванте, снова был там, где он должен быть, а именно в Ла Лиге, где играют такие команды, как Реал, Барселона, Атлетико Мадрид. Считаю, что я, конечно, смог оставить там свое имя. Скажи, чему научил этот сезон Георгия Кочарашвили? Дисциплине. Я думаю, что не только в футболе, но и в жизни. Это самое главное. Разумеется, после Леванте логично, что следующей темой был Лиссабонский Спортинг, в который Георгий перешел совсем недавно, и вместе с которым он должен сыграть в основном раунде Лиги Чемпионов. Напоминаю, что Спортинг чемпион Португалии, и Георгий уже попал в этот основной раунд, с чем мы его поздравляем. Еще один грузин. Это круто. Гео, ты уже официально футболист Спортинга. Когда ты начал переговоры и насколько успешным был процесс переговоров? Когда я узнал про эту возможность, если честно, знаете, у меня есть маленький мяч Лиги Чемпионов, и, кажется, я прямо с ним и заснул. Потому что все, когда начинают играть в футбол, обязательно смотрят Лигу Чемпионов. И вот, когда я узнал, что чемпион Португалии, Лиссабонский Спортинг заинтересовался во мне, конечно, это было очень большой радостью. Переговоры больше были между клубами. Единственное, что я хотел, это чтобы у Леванте была возможность выхода из того кризиса, в котором они оказались.
и чтобы мой уход не помешал бы этому прогрессу, который у нас был в этом сезоне. Вслед за этим Саба спросил и про сборную. Там было несколько вопросов, но сначала давайте остановимся на психологии и на ожиданиях от матча против Армении, который был в марте этого года. В марте мы остались в дивизионе Б Лиги наций, обыграли сборную Армении со счетом 9-1, и я спросил у Гурама Каши, ожидал ли он такое. Он говорит, 9-1 нет. А какие у тебя были ожидания перед этими играми, и где для тебя реально уровень сборной Грузии сегодня? Я часто говорю о том, что не люблю обсуждать ожидания, потому что я все время думаю о будущем. И когда я думаю в будущем времени, проявляется много страхов. А вдруг не получится? А вдруг не выиграем сборную Армении, и что тогда вообще произойдет? Поэтому больше всего я думал о том, что мне сделать сегодня, чтобы завтра, когда мы выйдем на игру с Арменией, мы смогли победить. Сборная Грузии во время чемпионата Европы, да, 1 год уже так быстро прошел, и после него это две совершенно разные команды. Ну, команда развивается, считаю, что прогресс постоянный. Одна и та же команда или человек, если движется в правильном направлении, никогда не будет такой же, что и год назад, потому что опыта у него будет больше. У нас с Португалией были игры только на юношеском, молодежном уровне, но не на уровне главных сборных, и это уже совсем другой опыт. Когда ты выигрываешь, уже смотришь на это все по-другому. Конечно, мы стали лучше, не только физически, технически и тактически, но и ментально. Мы больше верим и знаем, что можем делать. Это главное в футболе — знать свой лимит, на что ты способен на поле. Когда понимаешь это, знаешь, что ты можешь сделать хорошо и делаешь это, а не так, что «я хочу все, и я сделаю все». Совсем скоро Грузию ждут отборочные матчи на чемпионат мира в США 2026 года, и эта тема тоже, конечно, не осталась в стороне в этом интервью. В сентябре мы начинаем новый цикл «Путь на чемпионат мира», и у нас довольно сложная группа. Испания, Турция, Грузия, Болгария. Какие ожидания могут быть у болельщиков от этих игр, и как ты смотришь на приближающиеся матчи? Нужно наслаждаться, потому что год, который нас ждет, он никогда не повторится. Как и прошлый год, в котором мы сыграли на чемпионате Европы, это все никогда больше не повторится. Я думаю, все ждут эти игры, как и каждый из нас. Мы стараемся подготовиться максимально, без давления, но со всей ответственностью, зная, что это важные отборочные матчи, которые могут закончиться тем, о чем мы все мечтаем с детства. Не только мы, игроки, но и болельщики. Сыграть на чемпионате мира не может быть мотивации больше, чем это. Мотивированы все — футболисты, тренерский штаб, болельщики. Мы все должны делать то, что мы сегодня можем. В первую очередь для подготовки к этим играм. И это касается не только футболистов, тренеров, но и болельщиков. Каждый из которых должен думать, как можно в день игры с Турцией создать такую атмосферу, а создавать атмосферу в Грузии умеют, чтобы победить турок не только на поле, но и вокруг него. Одно из главных событий вообще всего лета для грузинского футбола, я думаю, что и для Сабы, и для Георгия, это победа Хвича Кварацхелия в Лиге чемпионов. И вот интересно, что думает об этой победе и о ее влиянии для сборной Грузии сам Георгий. Давайте послушаем. Гео, в раздевалке у футболистов сборной Грузии со следующих сборов уже будет победитель Лиги чемпионов. Что это значит для тебя? Кто будет? Победитель Лиги чемпионов. Кто это? Я его знаю. Что это значит для футболистов будущего поколения? Расскажи своими словами. Во-первых, для меня не важно, не поймите меня неправильно, выиграл или нет Хвича Лигу чемпионов. Самое важное для меня — это отношения. И Хвича в этом плане номер один. Это человек, который и на поле,
и за его пределами пример скромности и трудолюбия. Для меня он пример, каким должен быть не только грузинский, но и мировой футболист. Что я в нем люблю, это его скромность и открытость. Теперь он, правда, уже победитель Лиги Чемпионов, и думаю, он сам знает, что на этом он не должен останавливаться, и впереди его ждет и вторая, и третья победы. И, конечно, нам он должен помочь. Первое сообщение, которое я ему отправил, было поздравление с победой в Лиге Чемпионов, и говорю, теперь не забудь, что ты должен нас вывести на чемпионат мира. Поэтому для меня важны эти моменты, но не так важны титулы, как отношение к игре и то, что он делает для Грузии своим делом и словом. Ну, знаете, по этому поводу еще интересно, что Георгий сказал о поколении и вообще является ли оно золотым, как его оценивать, на мой взгляд, тоже очень интересная мысль. У нас уже довольно много футболистов в топ-чемпионатах, много молодых ребят попадает в сборную. Где ты видишь предел этой сборной? Докуда она может подняться? А ты знаешь? Нет, не знаю. Я, честно, не знаю, где предел. Это поколение золотое? Ой, не знаю, золотое или нет, но знаю, что все происходит, что мы делаем вдвойне и втройне помогает грузинскому футболу. Не только грузинскому футболу, но и Грузии. Поэтому наше назначение одно — продолжать прогрессировать. Как я сказал, прогресс постоянный, и каждого из нас характеризует то, что мы не останавливаемся на достигнутом, мы стараемся идти только вперед. На самом деле предел можем установить только мы сами. Например, сказать, что если мы выйдем на чемпионат мира, мы остановимся. Но я знаю, что когда мы выйдем на чемпионат мира, это не будет пределом, а будут еще самые разные цели. Если спросить меня о пределе, скажу, что сейчас наш максимум — вывести страну на чемпионат мира. Ну и в заключение важное послание Георгия всем болельщикам. Мне очень понравились эти слова, поэтому слушайте внимательно. Ну и заключительный вопрос. Весь сезон ты радовал грузинских болельщиков своей игрой и обрадовал, в том числе, переходом на новый уровень в Лиссабонский спортинг. Перед началом нового сезона и после окончания предыдущего, какое сообщение ты оставишь грузинскому болельщику? Ой, нужно подумать, не так просто это. Сложный вопрос. Хочется сказать, что наши болельщики невероятны, но это слишком просто. Сейчас что-то другое скажу. А так скажу, наслаждайтесь. Пусть все наслаждаются. Мы не знаем, когда и в каком году нам снова доведется посмотреть такие чемпионаты и розыгрыши Лиги Чемпионов, в которых играют грузинские футболисты и побеждают. Да, будут моменты, когда у твоей сборной есть возможность играть на крупных турнирах, поэтому пусть все наслаждаются. Будут и трудности, я уверен, будут моменты, когда у многих не пойдет игра. Многие не будут на том уровне, которого от них ожидают. Ну, на то мы и футболисты высокого уровня, и потому играем на европейской сцене, что мы можем справиться со всем этим. И просто прошу, чтобы они были снисходительными, верили в нас и наслаждались тем, что мы будем делать на поле и за его пределами. Спасибо, Гио. Кстати, это наше первое интервью, да, ты помнишь? Друзья, вот такое интервью, вернее, вот такие его выдержки. Повторюсь, огромное спасибо Саби Сапанадзе за то, что он делает такой контент. У меня, к сожалению, пока таких возможностей нет, но, тем не менее, вот своя фотография с Георгием Кочурашвили есть. Поэтому, ну, почему бы не сделать интервью с ним совсем скоро. Надеюсь, что это получится. Ну, а Георгию мы желаем удачного дебюта в чемпионате Португалии, удачного дебюта в Лиге Чемпионов, которая тоже не за горами. Вообще, эта Лига Чемпионов, она может стать уникальной, потому что вот в прошлом сезоне, например, там сыграли Отар Китаишвили, Гурам Каше, Иракли Азарови и Хвича Кварацхели. 4 грузина, это уже очень много, но а в этом к ним может присоединиться Георгий Мамардашвили, вполне Жорж Микаутадзе может там еще появиться, и опять же и Китаишвили, ну и тот же Гурам Каше. В общем, футболистов еще может добавиться, кто сыграет в Лиге Чемпионов. Я надеюсь, что будет их как минимум 5, и
Давайте просто следить за развитием событий, за трансферами. Очень много интересного. До сих пор непонятно, где будет Джош Микаутадзе, но надеюсь, что окажется он в каком-нибудь хорошем клубе. И представляете, вот недавно я купил футболку Лиона с фамилией Микаутадзе, и такое ощущение, что сейчас она уже не актуальна. Пишите ваше мнение о Георгии Кочарашвили, о его будущем, что вы ожидаете от грядущего сезона. Ну а вам спасибо за просмотр, лайк, комментарий. Все, как обычно, прошу вас сделать. До новых встреч. Впереди клубный чемпионат мира, решающие матчи. Нахвамдис.